В банке на окраине города, среди серых стен и мутного света ламп, пожилой ветеран по имени Джордж Браун вошел, чтобы снять небольшую сумму со своего счета. Джордж, переживший войны и многое в жизни, не ожидал, что его день обернется позором. При кассе молодой и высокомерный служащий банка, небрежно бросив взгляд на ветерана, потребовал у него документы, подозрительно вглядываясь в его руки и лицо. Когда Джордж попытался объяснить, что он лишь хочет получить свои деньги, сотрудники банка начали шептаться, создавая вокруг старика атмосферу подозрения и недоверия. Один из охранников, заметивший ветеранский значок на его груди, презрительно отшатнулся, а кассир, явно не желая терять времени, громко заявил, что транзакция невозможна без дополнительных проверок. Ветеран, изнеможенный и уставший, почувствовал на себе тяжесть чужого презрения и несправедливости. Люди в очереди стали поворачиваться к нему, обсуждая и осуждая, не понимая истинной причины ситуации. Прошло не больше часа с тех пор, как Джордж покинул банк с горьким чувством унижения. Неожиданно тишину улицы нарушил звук сирен и гул полицейских машин. По периметру банка быстро развернулась операция, вооруженные агенты ФБР заняли позиции вокруг здания. Спецназ блокировал все выходы, а внутри началась тщательная проверка. Оказалось, что в этот же день сотрудники ФБР получили информацию о крупных махинациях, связанных с этим филиалом. Злоумышленники использовали банк для отмывания денег и мошенничества, скрываясь под маской честных служащих. Джордж, невольно оказавшийся в центре этих событий, своим присутствием как бы открыл дверь для расследования. Ветеран наблюдал за происходящим сдержанно, его взгляд, полный стойкости и достоинства, словно говорил о том, что, несмотря ни на что, правда всегда найдет свой путь. И даже в мире, полном несправедливости, один человек может стать невольным катализатором перемен. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.